Всем привет! Недавно нам довелось посмотреть новый прямой эфир Тэхёна, и, как обычно, он был особенным. С самого начала они чувствовали себя в своей стихии, расслабленно, наслаждаясь жизнью и делясь друг с другом, как это делают только они. Это был один из тех моментов, когда им не нужно было много говорить, потому что их внешний вид и манера держаться говорили сами за себя. Каждый раз, когда они появляются в прямом эфире, происходит одно и то же. Тэхён в итоге заставляет замолчать тех, кто выдумывает истории или сомневается в том, что происходит. Этот не стал исключением, они выглядели счастливыми, с такой связью, какой у них нет ни с кем другим, показывая, что бы ни случилось, они всегда вместе. Многие вспомнили предыдущий прямой эфир, где Тэхён сидел на коленях у Чонгука. Этот жест удивил всех, потому что не каждый осмелился бы сделать это на камеру, тем более так естественно. На этот раз они не повторяли этот момент, но химия и энергия остались прежними. Независимо от того, насколько разными были декорации или то, что они делали, все менялось, когда они были вместе. Они передавали одно и то же, близость, которую они не могли скрыть, как бы ни старались. Больше всего мое внимание привлекло, когда Чонгук сказал, что планирует поужинать с Тэхёном. Это не было шуткой или чем-то беззаботным, было ясно, что они думали об этом долгое время, как о части своей повседневной жизни. Более того, они также говорили о том, что они больше не просто репетируют вместе, они также начинают гулять вместе, что-то такое простое, но такое значимое для них. И самое лучшее было то, что они даже пригласили своих армий присоединиться к ним, как будто они хотели открыть дверь для всех, чтобы увидеть немного их жизни. Эта деталь не осталась незамеченной. Не у всех есть такая личная рутина, не говоря уже о чем-то столь интимном, как прогулки с кем-то. Это был жест, показывающий, насколько им комфортно вместе, и как они не боятся позволить миру увидеть частичку этого. Те, кому посчастливится встретить их на прогулках, смогут почувствовать то, что другие видели на экране, как они заботятся друг о друге, как они разговаривали друг с другом, как они слушали друг друга, и как они радовались простым вещам, всегда находясь бок о бок. И это Тэхён, это не было вынужденным жестом или постановкой, это было чем-то естественным с каждой трансляцией. Они становились ближе, интимнее, комфортнее, и это нельзя было подделать. Это было видно потому, как Чонгук искал взгляда Тэхёна, потому как Тэхён улыбался по-другому, когда был рядом, по общему молчанию, которое не было неловким, и по внутренним шуткам, которые никто не понимал. Эта прямая трансляция еще раз показала, что их отношения не зависят от чужих слов, сколько бы слухов они ни создавали или теорий не пытались построить, то, что они показывали вместе, было кристально ясно. Это не было громким заявлением или запланированной сценой, это был набор мелких деталей, которые, сложившись воедино, складывались в неоспоримую картину. Во время последнего прямого эфира Тэхёна случилось то, что почти всегда случается. Хотя многим это нравилось, критика также полилась рекой, особенно от некоторых поклонников Джикука. Как только трансляция закончилась, они начали говорить, что увиденное нами ничего не значит, что Чонгук и Тэхён на самом деле даже не были вместе. Они даже зашли так далеко, что сравнили его с фаворитом. Они утверждали, что каждый раз, когда Чонгук проводил прямой эфир, его фаворит всегда появлялся рядом с ним, как будто это было доказательством. Они даже зашли так далеко, что выдумали историю о том, что Чонгук отказался ужинать с Тэхёном, потому что якобы должен был уважать его отношения со своим фаворитом. И на самом деле этот вывод был абсурдным. Во-первых, потому что не все, что они делали, было показано на экране, и во-вторых, потому что Чонгуку и Тэхёну не нужно было постоянно быть приклеенными друг к другу, чтобы показать то, что у них было. Их отношения так не работали. Если они проводили прямой эфир вместе, то потому, что они искренне этого хотели, не потому, что кто-то их заставлял, и не потому, что им приходилось объясняться перед публикой. И если они иногда и соединялись по отдельности, как в этом случае, то просто потому, что каждый был занят своими делами. Чонгук репетировал, а Тэхён ел. Это не значит, что между ними дистанция или что они не проводят время вместе, это просто означает, что они находятся в разное время суток. Что касается предполагаемой отмены ужина, то тут тоже возникло недопонимание.
Говорили, что Чингук не хотел идти куда-нибудь поесть с Тэхёном, но на самом деле все было наоборот. Идея пойти куда-нибудь поесть после тренировки принадлежала Чингуку, а не Тэхёну. Он сам предложил это, как и в других случаях, когда Чингук первым строил планы. Это явно демонстрирует инициативу, интерес и желание провести время вместе. Вот где важно, Тэхёну не всегда нужно что-то показывать. Их общее можно увидеть в мелочах, часто именно эти знаки подтверждают все, потому что возникают естественно, без их стараний. Неважно, активны ли они на одном выступлении или расслаблены на другом, то, что их объединяет, всегда демонстрирует одну и ту же связь. Скептики часто сосредотачиваются на сравнениях или на том, во что они хотят верить, но правда проще, Чингук там, где он хочет быть. Никто не заставляет его выступать вживую, показываться кому-то или делиться своим номером. Если он выступает с Тэхёном, то это потому, что он это чувствует и потому, что он этого хочет. Не было нужды в замысловатых объяснениях, когда его действия говорят сами за себя. Это последнее живое выступление снова прояснило этот момент, хотя каждый из них делал что-то свое, их взаимодействие было естественным, без напряжения или неловкости. Чингук оставался, как обычно, готовым включить Тэхёна в свои планы. А Тэхён, с другой стороны, был таким же расслабленным, демонстрируя, что комфорт, который они установили между ними, остается неизменным, хотя они не всегда физически находились в одном и том же месте. В конце концов, если оглянуться на их прошлое, так было всегда. Иногда они выступали вместе перед камерой, иногда они делились своими номерами конфиденциально и показывали только часть из них. Не все было показано, но было достаточно ясно, Тэхён не был фальшивкой. Им не нужно было говорить об этом вслух, они и так уже дали слишком много намеков в одном направлении. Правда в том, что некоторые предпочитают игнорировать очевидное. Для тех, кто хочет верить, каждое живое выступление – новое подтверждение. Для тех, кто не хочет, любая причина будет поводом отрицать увиденное. Но в конечном счете это не меняет реальности. Чингук и Тэхён продолжают идти вместе, разделяя моменты и демонстрируя связь, выкованную повседневной жизнью, простотой и искренностью. Что всегда привлекает наше внимание, когда мы говорим о Тэхёне, это то, как они понимают друг друга без слов. Некоторые до сих пор думают, что все происходящее между ними – фан-сервис, как будто все поставлено для камер, но на самом деле разница очевидна. Театральность – это одно, а то, что видишь, когда Тэхён и Чингук вместе, совсем другое. Естественность, которой они обладают, невозможно сымитировать или подделать. Любой, кто видел их лично, знает это. Им не нужны длинные слова или пространные речи, достаточно взгляда, легкого жеста, улыбки или даже общего молчания. Такой способ общения присутствует всегда, и независимо от того, как часто это происходит, он никогда не кажется искусственным. Это просто часть того, кем они являются. Конечно, есть те, кто предпочитает закрывать глаза. Для тех, кто верит в Тэхёна, каждое появление – это еще одно подтверждение того, что они уже знают. Для тех, кто не верит, любой предлог может быть использован, чтобы отрицать то, что они видят. Но на самом деле эти мнения ничего не меняют. Чингук и Тэхён продолжают делить свою жизнь, они продолжают демонстрировать эту близость, и они делают это в простых, повседневных вещах. Удивительно то, что их связь формируется не тем, что они говорят, а тем, что они делают, не задумываясь. Когда они близки, все в них меняется естественным образом. Они смотрят друг другу в глаза, они прикасаются друг к другу, как будто это самая обычная вещь в мире, они подходят друг к другу без страха и колебаний. И делают это так часто, в самых разных ситуациях, что это уже не кажется отдельным жестом, а скорее частью их совместной жизни. Например, на предыдущих живых выступлениях мы видели, как Чингук обращает внимание на каждую деталь, когда Тэхён рядом. Это может быть что-то простое, например, дать ему поесть, поправить ему одежду или пригласить его на свидание после тренировки. Это небольшие действия, но они так много значат. Точно так же Тэхён отвечает жестами, которые передают доверие, наклоняется к нему, садится рядом или смотрит на него с необъяснимым спокойствием. Более того, это не единичный момент или отдельная трансляция.
Мы видели это на концертах, интервью, программах и даже случайных трансляциях. Где бы они ни были, динамика повторяется. То, как они смотрят друг на друга, как они делятся простыми вещами, их доверие друг к другу, это всегда видно, и именно это делает Тэхёна таким сильным.